решила сделать небольшой бонус в этом уроке и показать вам шоколадные подтеки, потому что было очень много по ним запросов. И хочу сказать, что я не использую для глазури, собственно, не глазурь, а использую только качественный хороший шоколад. И я не добавляю ни масла, ни сливки, потому что если у вас шоколад хороший, то ему не нужно будет дополнительно что-то его как-то разжижать. Плюс к вопросу о том же, а как же его разрезать, хороший шоколад, как только он постоит немного при комнатной температуре, его можно будет разрезать, как минимум просто разрезать, как максимум взять просто теплый нож, подержать под теплой водой или с помощью горелки и спокойно разрезать уже наш тортик. Итак, я использую хороший качественный шоколад, я использую какао-барри молочный и какао-барри зефир белый. Также можно использовать фирму Колибо Вельвет белый и Колибо молочный, то есть он тоже очень хорошо подходит для подтеков. Максимум, что я могу добавить в шоколад, это какао-масло, если мне нужно прям что-то очень тоненькое, но поскольку этот шоколад очень текучий, ему это в принципе не нужно. Итак, я просто беру молочный и белый шоколад и растапливаю его импульсами микроволновой печи. Подтеки мы сделаем одни из молочного шоколада, другие мы сделаем цветные из белого шоколада. Так я отношу их, чтобы растопить в микроволновке. Мы растопили наш молочный и белый шоколад. Примерно для покрытия у нас должно быть 35-40 градусов. Сейчас мы белый шоколад окрасим жирорастворимым красителем. А вообще, на самом деле, кто как подтеки эти делает. Потому что кто-то их делает с помощью силиконовой лопатки, кто-то через кондитерский мешок. Мне удобнее всего ложкой, потому что я таким образом смогу контролировать весь процесс. Если мне нужно будет длиннее и тоньше, я буду держать ложку так. Если нужно потолще, чтобы она была покороче, я буду держать ложку так. Рисунок вы сами определяете, какой будет. Главное понимать, что чтобы у вас не было грязи, что когда вы берете ложку с шоколадом, вы должны убрать весь лишний шоколад. И подтеки вы должны делать именно на вот этот край, на ребро. То есть не сверху, не снизу, а именно на ребро. Сейчас я покажу, как мы это делаем. Сейчас у меня шоколад 35 градусов. Я беру его на ложку, убираю лишнее и начинаю на край наливать шоколад. Также я убираю его от конца. Видите, подтеки получаются абсолютно любые, как вы сами захотите. Захотите помельче и покороче их сделать, делайте помельче и покороче. Хотите выпустить подлиннее, берете побольше шоколада и выпускаете длинные. Рисунок может быть любой. То же самое берем молочный и делаем молочный. Исключением является темный шоколад, потому что его нужно обязательно какао-маслом развести. И убираем, чтобы у нас не было потом наслоения шоколада, когда вы будете класть ягоды или какой-то декор. Вот, можно делать пошире. Здесь одно, здесь одно, здесь одно. Видите, рисунок может быть разный. То есть он может быть помельче, может быть покрупнее. Вы сами решаете. Можно выпускать вот такие пошире. То есть, видите, хороший качественный шоколад, он будет в любом случае давать вам тонкие красивые подтеки. И вы уже сами будете решать, какой у вас будет рисунок. Сейчас еще сделаю немножечко с молочного шоколада. А здесь, чтобы сделать ровный верх, можно либо сначала сверху заливать и разравнивать. Тогда уже вы не сможете контролировать подтеки, они у вас будут как получится. Либо потом шпателем разравнивать, как вам будет самим удобно. Видите, они получаются ровные, красивые, аккуратно можно их делать. Все, таким образом мы делаем наши подтеки.